Приветствую вас на канале Техревизор. Подобрал для этого рейтинга лучшие Wi-Fi адаптеры, которые подойдут по требованиям 2023 года. Два частотных диапазона, стандарт Wi-Fi хотя бы 5-го поколения, мощный сигнал и высокая передача скорости сети. В подборке есть как старая, надежная, проверенная временем модели, которые уже заняли свое место на рынке, так и новые, которые приходят на смену неактуальным. Чтобы внести немного системности и порядка, весь рейтинг я разбил на две категории. Адаптеры, подключающиеся по USB, и адаптеры, подключающиеся по PCI. Поэтому вы сможете рассмотреть приоритетный для себя вид соединения. А в остальном есть модели как максимально простые, в виде маленького свистка, закрывающие минимум потребностей, так и здоровенные варианты с выносными радиаторами и приличным количеством антенн. Задачи и бюджет у каждого разные, поэтому постарался сделать топ как можно гибче. Пожалуй, я начну с USB Wi-Fi адаптеров, а вы пока поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Итак, я отобрал 5 адаптеров с подключением по USB. И на пятом месте стоит D-Link DWA171. Сугубо мобильный и компактный адаптер, который просто вставляется в USB разъем ноутбука или ПК, затем владелец забывает о нем. Хотя нет, если вы пользуетесь устаревшей операционкой, придется еще драйвера установить для начала работы. Но это делается буквально за 5 минут, поэтому волноваться не о чем. Пользователям, например, 10-й винды вообще ничего качать не придется. Все, что нужно, вставить адаптер в устройство. В этом D-Link поддерживается 3, 4 и 5 стандарты Wi-Fi, чего достаточно на 2023 год. Конечно, сейчас набирает популярность и Wi-Fi 6, но этот скромный свисток явно не для такой мощи создавался. Да и тем более достаточно того, что он поддерживает работу в двух диапазонах, на 2,4 и на 5 ГГц. Если верить заявлениям производителя, первый диапазон может набирать до 150 мегабит в секунду, а второй до 433 мегабит в секунду. Но верить им не стоит, так как на практике это очень индивидуальный параметр, зависящий от возможностей провайдера, расположения роутера и его характеристик. Но, тем не менее, на пару сотен мегабит вы можете рассчитывать, если нет никаких серьезных препятствий в виде 3 капитальных стен и бронированной двери. Да, это совсем не отвечает заявленным характеристикам, но я же говорил, что верить не стоит. По пробиваемости каких-то серьезных проблем не заметил. В двухкомнатной квартире при условии, что роутер расположен где-то ближе к центру, можно получать приличную скорость. Хватит и интернет поскроллить, и в игры поиграть с адекватным пингом. В остальном очень радует, что эта модель уже завоевала свою репутацию на рынке, поэтому переживать о том, что через полгода придется покупать новый, не стоит. Четвертое место занимает Tenda U9. Вообще он мало чем отличается от прошлого D-Link. Все такой же компактный свисток, подключающийся по старому USB 2.0. Из такого прям заметного отличия индикатор на корпусе, который подсвечивается во время работы. А если серьезно, то действительно никаких критических изменений я не заметил. Этот адаптер поддерживает работу с теми же стандартами Wi-Fi, тоже может взаимодействовать с двумя частотными диапазонами. Даже заявленная скорость та же. Ну, разве что для 2,4 ГГц 200 мегабит в секунду, а не 150, а для 5 ГГц все те же 433 мегабита в секунду. Но это и неплохо. Конечно, в тесте все не так радужно, но для стандартных задач рядового пользователя этого полностью хватает. Само собой, если вам нужно работать с реально большими и тяжелыми файлами каждый день, то такая скорость будет только тормозить процесс. Для подобных задач нужны более навороченные адаптеры с мощными антеннами, передатчиками и более быстрыми скоростями. В моем рейтинге есть и такие, поэтому если они вас интересуют, не переключайтесь. Этот же Tenda U9 способен принимать сигнал на том же уровне, что и D-Link DWA171. Опять же, если ваш роутер находится не в какой-то кладовке, а хотя бы где-нибудь в коридоре или ближайшей комнате, то никакая сеть не будет отваливаться, тормозить и прерываться. Работайте, играйте, листайте соцсети и смотрите фильмы без раздражающих загрузок. Но если в вашей квартире комнат побольше, а тратиться на межсистему для лучшего уровня сигнала, покупая второй роутер, не хочется, тогда нужен адаптер поинтереснее. Тройку лучших открывает D-Link DWA172. Этот адаптер — модернизированная версия 171. Это, как видите, уже не такой маленький свисток. У него вон какая антенна есть. Аж на 5 дБ сигнал усиливает. Не то чтобы это космос какой показатель, но адаптеры вообще без никаких внешних усилителей все равно не смогут принимать сигнал так, как с антенной, даже такой слабенькой. Тем более, что она не статична.
Можно крутить ее для удобного расположения в корпусе устройства и получения более качественного сигнала. Более того, антенна съемная, то есть в теории вы при необходимости можете купить другую, более подходящую вам палку нужного типа и поставить вместо заводской. Но с этим довольно бюджетным адаптером большого смысла в таких рокировках нет. Проще уже приобрести адаптер помощнее, чем морочиться с бюджетным, разбираясь в разъемах и коннекторах этого всего. В общем, конкретно этот D-Link уж точно даст вам больше скорости, если роутер находится за несколькими стенами от вашего ПК. Конечно, на 433 мегабита в секунду рассчитывать не стоит, но около 200-300 с хвостиком можно выжать из диапазона 5 ГГц. 2.4 по-прежнему остается на уровне 100 мегабит. Все это на стандарте Wi-Fi 5-го поколения при подключении в USB 2.0. Но, как по мне, главное, что качество самого сигнала не разочаровывает. Вам точно хватит для рабочих задач, скачки тяжелых файлов, просмотра фильмов и игры с адекватным пингом. А за такую скромную цену на большее рассчитывать и не приходится. На втором месте стоит TP-Link Archer T3U+. На первый взгляд, от прошлого D-Link он ничем не отличается. Такой же черный адаптер с одной внешней антенной, но весь сок именно в характеристиках. Этот свисток подключается уже по более новой версии Bluetooth USB 3.0. Мелочь, а на его возможности все равно влияет. В том числе по этой причине данный адаптер может выдавать уже побольше мегабит. Для диапазона в 2,4 ГГц по заявлению производителя можно добиться 400 мегабит в секунду. Не кисло, да? Прошлые адаптеры только на 5 герцовой так умели, а этот уже на 2,4 такое выдает. Кстати, 5 ГГц тоже не обделили, поэтому тут при хорошем раскладе максимальная скорость составит 867 мегабит в секунду. Само собой, на практике скорость режется, но при удачном размещении роутера можно добиться 400-500 мегабит в секунду в 5 ГГц, что уже намного приятнее и быстрее, чем пара сотен. Эти 200 с копейками мегабит в секунду хорошо будут смотреться на 2,4 ГГц, поэтому если правильно подойти к делу, то низкой скорости сети удастся избежать. Но у него ведь антенна еще неплохая по мощности, поэтому уловить сигнал в трехкомнатной квартире точно сможет. А дальше дело техники. Установить драйвера, настроить параметры Wi-Fi сети и можно пожинать плоды. Да, в этом случае не обойдется без свистоплясок в настройках, так как 5 ГГц работает не на всех каналах. Но что в отзывиках, что на форумах уже не раз решили все проблемы, которые могут у вас возникнуть, поэтому переживать реально не о чем. Конечно, хотелось бы plug and play, но легкая разминка для мозга тоже не помешает, подумал TP-Link. А уж потом можете и играть с удовольствием, и фильмы смотреть, и работать. Первое место занимает Digma USB 3.0. Выглядит он, конечно, интересно. Компактный роутер напоминает. Тоже какой-то массивный корпус, две торчащие антенны. Кстати, именно по этим причинам я и отдал золотую медаль именно этому адаптеру. Большой корпус. Соответственно, нагревается адаптер намного меньше во время работы за счет вентиляционных отверстий. А то, бывают, встречаются некачественные модели, которые выходят из строя от элементарного перегрева. Тем более, когда здесь две мощные антенны, которые принимают сигнал на высокой скорости. Кстати, по мегабитам для обоих диапазонов показатели здесь точно такие же, как и у прошлого TP-Link, поэтому жаловаться на низкую скорость вам не придется. Даже при работе с большими файлами этот адаптер не станет узким горлышком, а уж в играх и подавно не сольете катку из-за скачков пинга. Поэтому за какие-то более рутинные житейские моменты вообще не парьтесь. Не зря ведь у него две внушающие доверие внешние антенны. Сигнал не отваливается, передается стабильно. Здесь даже никаких танцев с бубном не нужно. Вставили адаптер в USB 3.0 и берете по максимуму. Во второй версии разъема скорость, конечно, будет пониже. Таковы технические особенности. Но все современные девайсы оснащены USB 3.0, поэтому и тут переживать не о чем. На этом адаптере я заканчиваю подборку USB-версий. Давайте посмотрим, что там в категории PCI. Тут на пятом месте рейтинга расположилась Tenda i12. Как по мне, этот сетевик с самым базовым набором параметров. Но если так подумать, PCI-адаптеры славятся именно своей надежностью и безотказностью. Покупая PCI, появляется больше уверенности, что сетевик прослужит не один год. Это вот USB бывает разочаровывает, с PCI все по-другому. А если говорить не о бюджетных моделях, так вообще по-другому. Существует, конечно, такой стереотип. Подключается Tenda i12 по PCI Express. Да, это не просто в USB разъем вставил и забыл, тут придется заморочиться. Залезть в корпус ПК,
ПК и в нужный разъем установить адаптер. По сути, страшного в этом ничего нет. В интернете много гайдов на эту тему, поэтому точно разберетесь. Но важное уточнение. Этот адаптер совместим только с Windows не ниже десятки. С более старыми он не функционирует. А так он работает на Wi-Fi вплоть до 5-го поколения. По скоростям он практически ничем не отличается от прошлой Дигмы. Для диапазона 2,4 ГГц 300 Мбит в секунду. Для 5 ГГц 867 Мбит в секунду. У этого адаптера тоже есть пара съемных антенн по 5 дБ. Поэтому ловит сигнал он действительно неплохо. В двухэтажном коттедже, конечно, надеяться на многое не стоит. Но в каком-нибудь небольшом домике или трехкомнатной квартире точно получится принимать сеть и давать приличную скорость. Особенно если от вашего ПК и до роутера не будет серьезных препятствий. Через пару стен на расстоянии 10 метров адаптер выдает желаемое 400-500 Мбит в секунду. Хватит на все, что нужно обычному пользователю для рутинного использования. Сеть будет работать стабильно, без перебоев и постоянных пропаданий. Но если это будут капитальные стены, то и скорость будет ниже, и сигнал может неравномерно отрабатывать. Поэтому забивать на расположение роутера при выборе адаптера точно не стоит. На 4-м месте стоит Tenda i30. Внешне он, конечно, не сильно отличается от прошлого, но какая у него начинка. Один из самых интересных параметров – возможность работы с Wi-Fi 6. И это совсем другой уровень в сравнении с Wi-Fi 5. Вы только зацените скорости, на которых он может работать. Диапазон 2,4 ГГц 574 Мбит в секунду. Не особо впечатляет, согласен. А 2402 Мбит в секунду для 5 ГГц. Звучит интересно, даже несмотря на то, что все 2402 Мбита выжать не получится. Где-то скорость немного обрежется, где-то сигнал будет плохо проходить. Казалось, пара гигабит у нас в кармане, но если бы все было так гладко, этот адаптер не стоил бы так дешево. Да и не стоял бы на 4-м месте. Поэтому какими бы космическими ни были заявления производителя, на деле же мы получаем совсем небольшой прирост. В 100-200 Мбит в секунду, если роутер стоит прямо возле вас. И плюс-минус те же 400-500 Мбит, если где-нибудь в середине квартиры через пару стен. Поэтому выжать из него даже гигабит очень сложная задача. Хотя, казалось бы, Wi-Fi 6, две антенны, широкие скоростные возможности, что может мешать? Но не в этот раз. Однако, спасибо на том, что сигнал принимает реально качественно. Ничего не провисает, не тормозит и не отваливается. В плане надежности Tenda i30 однозначно 5 с плюсом. По совместимости только еще раз уточню, что становится на Windows 10. Там он сам даже драйвера подтягивает, поэтому все, что вам нужно сделать, установить адаптер в ПК. Тройку лидеров открывает Asus PCIe AC88. Он выглядит поинтереснее. Целых 4 антенны, массивный красный радиатор и возможности выноски всех антенн на отдельную магнитную подставку. Собственно, этим предложением я описал все преимущества и особенности модели, а теперь поподробнее. Хотя, что тут подробнее описывать? По факту вы получаете адаптер, который просто шикарно подойдет людям, живущим на большой площади с одним роутером, где уловить качественный сигнал с быстрой скоростью – та еще задача. Этот же малыш точно порадует своими способностями. Но не без нюансов. Первое и не самое страшное. Работает он только по Wi-Fi 5. Поддержки 6-го у него нет, но и 5-ка скоростями не обидит. Можно выжать 400-500 Мбит в секунду. Да, производителем заявлен гигабит на 2,4 ГГц и 2 гигабита на 5 ГГц, но все-таки даже по проводу не каждый провайдер выдает честный гигабит. Что уж говорить о 2 гигабитах при подключении по воздуху. Но уверен, большинству даже 300 Мбит будет за глаза. Хватит действительно для любого дела, поэтому не только рядовой пользователь заценит высокую скорость, но и более замороченный и прошаренный. Следующий и основной недостаток – установка. В случае с этим адаптером не получится просто монтировать его в корпус и наслаждаться жизнью. Придется поднапрячься и разобраться с драйверами, так как просто подключив сетевик в разъем, ПК не находит дрова. Соответственно, нужно добыть их самому. Куда идти искать первым делом? Логично, на официальный сайт Asus. Но я сэкономлю вам время и скажу, что там вы скачаете только устаревшие, которые не дают нормально функционировать адаптеру. Какие еще есть варианты? Да масса. Можно облазить кучу форумов, задолбать поддержку, 2 раза перезагрузить компьютер, попробовать написать дрова самому и в итоге вернуть этот сетевик в магазин. Но до таких крайностей доходить не нужно. Достаточно просто скачать драйвера с диска, который идет в комплекте с адаптером. Там находится то, что нужно. Доступ к полностью рабочему Asus PCIe AC88. Другой вопрос, где вы найдете дисковод. Но, думаю, это решается полегче. Может, у вас завалялся какой-нибудь старый ноут или еще что-то. В общем, самое главное, что вы знаете, откуда их взять. А там уже разбирайтесь.
Второе место занимает TP-Link Archer TX50i. Более простой в плане настройки адаптера. Ну, как сказать, более простой. Plug and play, как говорится. Поэтому с гемором встретиться не придется. Упростили как могли. Кстати, внешности это тоже коснулось. Тут уже радиатор-то в глаза не бросается. Скромный, небольшой, черный, со своей функцией охлаждения справляется. Из других приятностей — поддержка Wi-Fi 6 стандарта. Для кого-то это не такой важный параметр, так как роутер не оснащен такой возможностью. Но если в 2023 году покупать какой-нибудь серьезный адаптер на следующие сколько-то лет, то лишним точно не будет. Мало ли, поменяйте роутер на более навороченный, тогда и сетевик пойдет под смену. А это все-таки не 3 копейки. Опять же, если говорить не о свиске, а о серьезном аппарате. В остальном добавить просто нечего. Вполне обычная скорость 400-500 мегабит в секунду по воздуху. Хотя у него и не 4 антенны, а 2. Но они в тельняшках и с высоким коэффициентом усиления, поэтому ловит что надо. Пара капитальных стен, извилистый коридор, дайте 2. Только с двухэтажным домом сложнее будет, 500 точно не получится. Но двухэтажный дом с роутером внизу — это уже скорее история про меш-систему из нескольких роутеров. А эта тематика немного не этого видео. В общем, с этим сетевиком все понятно. Давайте посмотрим, какой удостоился первого места. Первое место занимает Asus PCIe AX1800. Еще один Asus, только моделей PCIe AX1800. И нет, здесь такого геймера с началом работы не будет. Все адекватно и понятно, работает сразу с коробки, поэтому в этом плане переживать не стоит. Просто устанавливаем в корпус, ПК обнаруживает дрова, и вы начинаете полноценно пользоваться. Но чем он мне понравился больше всего, так это лучшим сочетанием цена-качество. У него есть все необходимое для передачи сети на высокой скорости. И 2 отличных антенны, и поддержка работы с Wi-Fi 6, и ограничения по мегабитам более адекватные. Нет вот этих заоблачных показателей в 3 гигабита для 2 диапазонов. Если 2,4 ГГц максимум вывозит 574 мегабита в секунду, то 1000 ему просто незачем. Смысл переплаты за пустые цифры. Та же тема и с 5 ГГц. Заявленный максимум 1201 мегабит в секунду. Конечно, столько не выжмете даже при рабочем роутере вплотную к адаптеру. Как ни крути, воздух — это не провод. Поэтому чистый гигабит очень сложно получить. Но некоторым пользователям удавалось получить 800 при подключении напрямую, без стен, дверей и других препятствий. Поэтому все в ваших руках, дерзайте. Самое главное, что качество сигнала на высоком уровне. Ничего не отвалится, не зависнет и не отрубится. Ну еще бы, не просто так ведь первое место. Хотя ни одна из прошлых моделей тоже не имела таких проблем, поэтому ничего удивительного. Также у этого адаптера, как видите, нет никакого радиатора охлаждения. Просто открытая плата. И это единственный момент, который мог бы смутить. Но мне кажется, в этом и нет такой необходимости. Во время работы этот Asus держит приличные температуры. Если в корпусе организована нормальная вентиляция воздуха, то ее будет достаточно, чтобы не перегреть устройство. Ну, а если нет, то не совсем понятно, как ПК до сих пор функционирует, не то что сетевик. На такой компромиссной модели я и закончу рейтинг лучших адаптеров Wi-Fi на 2023 год. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.